Ну да, он такой очень слабенький. Слабенький. Ну, все началось сперва с космических, вот мне идет, Мгм. а потом как бы и нижние добавились. С котиком за счет вот этой связи, короче, через него пытаются воздействовать на нее. Он идет, защищает. То есть это даже не сколько физически, сколько больше на тонком уровне. Плане. Мне показывают его как вообще, что он в прошлом. Я даже не вижу его жизни на Земле, как в виде какого-то очень большого животного, что-то мощное, какая-то кошка такая большая. Мне показывают такую планету, тоже кошачьей какой-то семейства, но они больше похожи на людей, чем на котов. Я хочу сказать, что это настолько четко, именно так, откликается все до последнего слова. У меня прекрасное состояние. Я понимаю, что теперь что происходит. Я очень благодарна, что вы помогли мне разобраться. Зовут его Ерофей. Это кот. Пригласи его тонкую копию. Ему Она. 4 года исполнилось в июле, и он жив. Мгм. Окей. Хорошо. Приблизительно он найденыш, нету точной даты рождения. Подойди в его тонкую копию, посмотри ему в глаза. Можешь его разделить на фантомы, поприветствуй его, Ерофей. Дает он разрешение зайти в его биополе? Ну да, он такой очень слабенький. Слабенький. Да, посмотри, пожалуйста, если это возможно, раздели его на фантомы. Сколько фантомов пришло, в каком они виде? Я вижу 3. В каком они Ну, состоянии? такие все как дымок такой вот, Мгм. тоненький очень. Назови мне, пожалуйста, цвета. Посмотри спереди и сзади этих фантомов. Ну, первый это вот как физическое тело, Мгм. второй это получается как внутреннее такое вот, Эфирное? да, как эфирное. Какого цвета? Но они все такие, знаете, очень бледные. Бледные. Мгм. Светлый Мгм. такой зеленый, бледный, другой бледно такой белый такой вот. Мгм. А третий, он как, Астральный? ну да, Мгм. да-да-да-да-да, такой. Астральное тело. Хорошо. И сейчас просто проверяем с тобой на частоты, пройдемся по частотам. Ну, мне так показывают, что, она не в нем эта чистота, а его, знаете, как насквозь, типа, вот пробивают. Показывают, что вот, если представить, да, вот со стороны просто как это выглядит, вот если представить на физике, когда, вы знаете, там или кот, или собака идет и резко начинает, например, там блоха укусила, и он резко вот вычесывать ее пытается. И вот здесь вот то же самое, то есть его резко со всех сторон вот так вот, как пробивать пытаются. Мгм. Посмотри, что за интерференты его пытаются пробить, его биополе и зачем. Ну, все началось сперва с космических, вот мне идет, Мгм. а потом как бы и нижние добавились, а потом уже как, такая типа заключение, просто паразиты, которые как на ослабленное вот, тело Мгм. могут. Хорошо. Давай сейчас посмотри, пожалуйста, по всем его тонким телам. Знаете как, я не вижу у него, я вижу вот от хозяйки, вот хозяйка рядом появляется, и вот между ними такая идет, как, знаете, ниточки такие идут, и обычно ниточки, они, ну, просто как такие хорошие, прямые, да, вот, это как такая некая связь между, хозяином и животным, то есть просто Мгм. вот она образуется вот этой вот ниточкой, то есть с помощью этой ниточки можно понять, кому это животное наиболее расположено, к примеру, в семье. Мгм. А здесь получается, что у них эта ниточка, она, знаете как, она переплелась в такой вот узел. Мгм. То есть, мне со стороны эту картину показывают таким образом, что, я вижу, как на хозяйку пытаются как бы какие-то вот тут,
ну, нападения такие, да, вот пытаются как вмешательство произвести, но словно ее не цепляют, не могут как-то, то ли не могут зацепить, то ли не могут, как бы, чтобы она заметила, да, вот внимание обратить. А с котиком за счет вот этой связи на него больше, короче, через него пытаются воздействовать на нее. То есть Прекрасно. ослабить ее состояние через состояние кота. Вот Так, так. замечательно. Главнокомандующий есть там? Можно мне именно тот, кто рулит этим парадом? Но у меня сразу выходят из космических, выходят центрионы. Вот Давай поприветствуем их. Это главнокомандующий все, кто рулит там сейчас у кота, да? у кота, да, да. Да, давай мне, пожалуйста. Окей, приветствуем. Кто перед нами стоит? Ну, я вижу такого, знаете, как солдата, но с погонами. Мне показывают Мгм. такие погоны на плечах, но это не генерал, а как майор, вот что-то такое вот, Ага. или лейтенант. Ну, как такие, нету звезд, скажем Если так. я к нему буду общаться, товарищ майор, он нормально? Нормально, да, можно. Ага, приветствую. Товарищ майор, к чему такое внимание к коту или к этой персоне? Он говорит, что как проснуться, и показывает такую картину еще, как ставит ее, ставит напротив кота, и знаете, вот они друг на друга смотрят, а все, что происходит вокруг, словно закрыто. Такую, как стену выстраивается, то есть словно весь мир как-то вот он позади, как так вот. Мне нужно понять, что случилось с котом. Это ваше действие? Что с ним случилось? Он, знаете, служит больше как инструментом таким. Мгм. То есть здесь основное воздействие, чтобы человека погрузить в такое состояние паники, уныния, глубокой печали. То есть, знаете, именно конечная цель. Мгм. Такое некое состояние отрешенности, потеря некой веры. То есть вот так вот. А кот, он стал как таким инструментом очень мощным, через который можно воздействовать. То есть я вижу, что это как, знаете, что это не по программе кота, да, что Мгм. он как бы, да, вот должен такой опыт, грубо говоря, переживать. Именно он на него согласен был. А это именно на него воздействие, потому что была и есть вот такая вот связь с хозяйкой, но она какая-то в априори, словно как, знаете, как неправильная. То есть обычно, вот я говорю, ниточка, она просто ровная, и есть некий такой вот, ну, контакт, да, а здесь у них эта ниточка запуталась. То есть животное стало во много раз ближе, и как-то вот по внутреннему это совсем другие как бы волны, не похожи, когда животные, вот когда, да, там вот обычно там хозяин или собака, хозяин и кот. То есть это словно как другой уровень Мгм. понимания, осознания друг друга. Вот Поняла. такое. Хорошо. Хорошо, товарищ майор. И что теперь? Что мы сейчас будем делать? То есть мне понятно, что вы работаете через кота, что сейчас? Вот раз вы обнаружены, клиент заказал у нас сеанс по конам мироздания, отпускаем кота или как? Что делаем-то? Мы сейчас можем первое, во-первых, развязать вот этот узелок, Мгм. то есть привести как в норму, да, вот эту Мгм. связь. Мгм. Второе, мне показывают, что, ну, естественно, мы его зальем энергиями, Мгм. отправим в больницу Мгм. В там, астральную, да. да, Мгм. и еще как вариант оденем на него такую защиту. И тут Мгм. с нашей стороны уже как бы вот это вот то, что мы можем сейчас, ну, то есть мы выводим, заполняем, и он как бы будет вот, ну, придадим, скажем так, силы на выздоровление. Но Мгм. здесь еще мне показывают, знаете, это как 50%.
а 50% будет зависеть именно уже на физике от самого тела текущего, да, его состояния, от того, как врачи работают оперативно, как подобраны лекарства, чтобы, короче, чтобы это все было как бы в равновесии, потому что сейчас такое вот, знаете, это напоминает, как по тонкому льду Мгм. ты идешь, вот Да, такой да, вот. да. Хорошо. Есть еще какие-то сообщения? Вот она сейчас стоит рядом с нами, которые вы хотите ей донести как инопланетная система? Знаете, как с одной стороны есть некая такая вот, как, знаете, твердость, как вот на первый взгляд, может быть, даже как-то целеустремленность, решимость, ну, как это выглядит. Если подкопнуть, то получается, что очень, ну, мне хочется сказать, что как вот как несдержанность, то есть мне такое вот слово идет. Излишняя бывает эмоциональность, вот именно придирчивость даже в каких-то местах, вот бывает необоснованное такое вот. Узнаете себя, резонирует, откликается? Да, придирчивость есть, эмоциональность тоже присутствует. Я не поняла, что от меня хотят. В пути духовного развития, что от меня хотят, что конкретно какое отношение эта цивилизация имеет ко мне. То есть здесь посыл в том, чтобы быть более спокойной внутри, понимать, что вокруг тебя такие же творцы, как и ты, и единственное, чем ты можешь управлять, это только своим собственным телом или своим биополем, не другими людьми. Я еще могу добавить, что, ну вот просто когда вот вы вопрос задали, почему, да, в чем суть влияния, когда они вот так вот подключаются, они, получается, начинают постепенно разрушать сперва как бы энергию у человека забирать, а на физике впоследствии это все отображается как в такой вот нехватке энергии, какие-то начинаются неурядицы в жизни происходить. И в конечном счете, если да, там совсем ничего не делать, то жизнь, получается, делится как на до и после. То есть это будет, что вам будет казаться, что вот как это, куда вот там делась энергия, да, к примеру, запал, там, почему, к примеру, там с работы было все хорошо, а теперь стало плохо. Ну, то есть вот это как такой вот итог, то есть и их задача, по сути, как сосуд опустошить полностью, как и физически, так и так, вон там. То есть вот цель. Понимаешь, да? То есть в некоторых ситуациях человек даже заболевает, поэтому это и Да. все идет, и онкология у людей, это все именно от этого, потому что болезнь это именно болезнь, Бог лечит знаниями, Бог лечит знаниями. То есть когда тебе сейчас передают информацию, они дают тебе знания. Соответственно, если ты не меняешь свой стиль жизни, тогда они заходят в твое биополе, и происходит разрушение. Посмотри, пожалуйста, если у майора, то есть ему еще не удалось подключиться к биополю. Вокруг нее, знаете, вот ходят, то есть там, может быть, и есть какие-то крючочки, но сейчас вот их основное воздействие было именно на кота, потому что это как такой рубеж, что, к примеру, если бы котика не стало, то это бы человека, ну, сломало, Легче да, было как бы сломать. надломило, да, такое вот. Давай сейчас полностью. Мы благодарим майора, мы благодарим цивилизацию Центрион за такое открытое общение. Мгм. Готово? Да, готово. И сейчас на счет 3 ты переносишь его в астральные больницы к Архангелу Рафаэлю, но отделение для животного мира, которые еще на физике живы. Кто к нам вышел? Любовь. Любовь, да. Приветствуем Любовь. Расскажите нам, что сейчас будет происходить, что вы делаете. Мы достаточно его защитили или нужны еще какие-то энергии? Ну, я вот пытаюсь понять, я вопрос задаю все время, да, что случилось, ну, то есть почему ему плохо стало. И мне такой как-то сумбур вот показывают. Показали несколько картинок. Первую картинку показали, как он что-то ест,
Потом показывают кишечник, да, вот желудок, ну вообще вот систему брюшную, вот эту полость показывают, а потом показывают сзади как-то вот, но, знаете, вот я не могу понять, мне подсвечивают, мне и не, как бы болезнь, вот я спрашиваю, да, то есть это чем-то он заболел, не подсвечивают. Значит, смотри, что хозяйка нам написала, что в субботу он загрустил, потом думали, погода плохая, и лил дождь. В воскресенье отказался от прогулки и еды, отвезли в клинику. Изменения в сердце. Один из желудочков почти не качает кровь. Образовался тромб в артерии левой лапки. Это инфекция. Вот он мог через вот что-то съел и попала инфекция. Это может быть одной из возможных причин. Может быть, спросим, почему показывает, что он что-то ел? Но это как мне показывает, что это, как, знаете, как послужило как катализатором вот каким-то. То есть я не чувствую, что это отравление, да, вот я подумала сперва, что может быть отравление, но это не отравление. То есть это вот именно, да, как катализатор. Еще сказали, что это может быть влиянием стресса. И стресс у него мог быть только один. Он испугался, слышали его вопль. Может быть, соседняя собака напугалась сильно, и 2 дня он отходил от этого стресса. Может быть, это причина? Нет, вот тут сразу нет. Если нам вот любовь разрешит, можем ли мы сейчас поговорить напрямую с Ерофеем? Какое у него состояние? Ну, мне его она показывает, ну, слабенького, то есть он так вот голову немножко приподнимает, опускает. Но, как я понимаю, вот вы задавали вопрос, что они будут с ним делать, мне показывают такую, как типа барокамеру, вот что-то такое, куда помещают. Вот они как его, ну, со всех сторон, знаете, как вот заполняют, вот так вот наблюдают. Окей, боли он сейчас не чувствует. Прекрасно, хорошо. Скажи, пожалуйста, как с тобой обращаются в клинике, Ерофей? Ну, хорошо, очень 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 аккуратно, так, знаете, достойно. Хорошо. Ерофеечка, можешь нам рассказать, откуда ты пришел именно в эту семью? Ну, мне показывают, что он такой, как, знаете, вот если бы он был собакой, я бы сказала, что это отличный охранный пес. Вот он прям такой, как охранник семьи, хранитель семьи. То есть он прям вот... и такое даже чувство, что он как там появился, то есть он изначально как дома. То есть вот знаете, когда бывает там вот кот зашел в квартиру или там в дом, и он сразу с собой заполнил пространство, что типа я тут как хозяин такое вот. Откликается? Да? Абсолютно. Мгм. Скажи, пожалуйста, Ерофей, есть у тебя кто-то, к кому именно ты пришел в эту семью? Ну, он изначально пришел просто как вот в целом, да, для семьи. Мгм. А потом у него вот этот вот больше образовалась связь, получается, ну, как вот запуталась, получается. Мгм. Ну, это связано, вот мне теперь понятно, почему узел этот образовался, потому что, я говорю, он как вот такой охранник. То есть, когда, получается, ну, Будут да, нападения? воздействие у него как вот это вот, он идет, защищает. То есть это даже не сколько физически, сколько больше на тонком уровне. Плане, да. Я хочу сказать, что это настолько четко, именно так, откликается все до последнего слова, потому что когда я вдруг начинаю повышать голос, со мной это бывает сейчас в последнее время очень редко, по сравнению, с прошлой моей жизнью, Мгм. и вдруг, если я начинаю что-то невыдержанно говорить, ну, например, мужу там или сыну, то кот моментально подбегал ко мне и хватал меня за колено, начинал покусывать. Молчи. Представляешь, у меня мурашки по коже, прям мурашки, волосы дыбом стали. Молодцы, молодцы, девочки. Хорошо, хорошо. Тогда сейчас, Ерофей, следующий вопрос. Если это возможно, показать, откуда ты пришел. Но мне показывают его как вообще, что он в прошлом. Я даже не вижу его жизни на земле.
Мне больше показывают именно как вот другую вообще реальность такую. Мгм. А Пон там его показывают как в виде какого-то очень большого животного, напоминающее то ли тигра, то ли вот то ли льва такого, ну какая-то мощная какая-то кошка такая большая. Очень интересно, очень интересно. То есть это у нас вообще в нашей практике тогда будет первый раз, когда это твое первое воплощение на планете Земля в физическом, Ну, материальном мире? это не первое, просто у него, знаете как, это первое после вот того воплощения. Ну, а то А, воплощение же было, оно какое? Оно было Предыдущее. энергетическое. Ну, Ну, оно хорошо. как бы, оно было физическое, но просто не на Земле, а как бы в другом мире, вот так. А Мгм. до этого на Земле, ну, мне показывают, что 2 или 3 жизни он прожил, но тоже не подряд. То есть у него как-то вот, он 2 жизни, к примеру, на Земле живет, и 2 жизни его уводят как в другие Мгм. миры такие. Ну, короче, он как такой вот путешественник, но самое интересное, что во всех ипостасях он такой очень именно вот, знаете, как на нем даже доспехи показывают. То есть вот он именно такой вот, во-первых, он очень умный, то знаете, я бы сказала, что как будто как не по годам. То есть вот прям смотришь, и словно в глазах вот эта разумность Мгм. читается. И он взрослый очень внутренне. Очень интересно. У нас было с тобой в практике такие, вот ты знаешь моих котов, например. Ты знаешь, откуда он вообще, вот эта вот душа этого кота? Где его первоисточник, откуда он пришел? Ну, первый источник мне показывает такую планету, ну, похоже, все там, знаете, как вот тоже кошачьи какой-то но они больше похожи на людей, чем на котов. Мгм. И в таких вот доспехах с оружием ходят, то есть такие, как боевые, я бы сказала. Представляешь? Есть такая Надо же. связь, есть такая. Представляешь, как интересно. Мы с такими котами из этой планеты встречались или с этими М, сущностями или ими животными? Нет, 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 я вот я таких не помню и даже. я тоже не помню, я тоже первый раз в жизни такое слышу. Очень интересно. А ты можешь мне назвать название этой планеты? Мы сделаем исследовательский сеанс, походим туда, погуляем. Я название ее не вижу, А ну, код? но Код, цвет, посмотри. мне ее показывают как такое, знаете, как, белое как с рыжими такими полосками она. Мгм. Хорошо, моя хорошая. Скажи, пожалуйста, если у тебя еще какие-то вопросы по всем твоим аспектам, мы прошлись. Если у тебя есть какие-то сомнения, может быть, что ты разговаривала не с Ерофеем или еще Да, что-то, сейчас ой, самое время напрямую, ты можешь сейчас все спросить и задать любые вопросы. Главный вопрос: не идем ли мы сейчас своими вот воздействиями, исцелениями против плана его души? Нет. Не идем, да? Это главное. Как я пойму, что его физика, ну, как бы позволяет ему на какое-то время еще с нами остаться? Ну, мне показывает, что если он пойдет на поправку, да, то есть вот как бы вот равновесие вот это будет соблюдено, то он просто именно пойдет на поправку. То есть по нему прям будет заметно, что он вылечится. Хорошо. Какое у тебя ощущение сейчас? Какое твое состояние после общения? У меня прекрасное состояние. Я понимаю, что теперь что происходит. Я очень благодарна, что вы помогли мне разобраться, потому что когда вмешиваются эмоции, очень сложно иметь чистое сознание для того, чтобы соединиться, да, с высшими силами и понять вообще, что сейчас происходит. Вот это был тот самый случай. И, конечно, они очень точно рассчитали, ну, как меня можно с какой стороны достать, скажем так. Поэтому Прекрасно. я благодарна, что мы это, скажем так, купировали и убрали. Вот. Ну и еще раз напоминание про мое психоэмоциональное состояние. Это тоже очень ценно. Но я стараюсь это держать и, ну, гармонизировать по максимуму, скажем так. Конечно, мне сейчас очень хочется, чтобы, ну, как бы случилось это чудесное выздоровление. Мгм, мгм.
Высшие силы абсолюта, твои хранители по-любому, весь космический мир, все тебя слышат, как ты понимаешь, все тебя чувствуют. Если ты сама находишься в покое, если по-любому ты находишься в принятии, что бы сейчас с ним ни произошло, это через твою осознанность. Ты прекрасно понимаешь, что животное как таковое не умирает, умирает только тело, а душа остается. Хорошо? Хорошо. Все тогда. Тогда мы благодарим астральные благоволильницы, мы благодарим архангелов, благодарим также ангелов-хранителей котов, которые тоже сейчас находятся, присутствуют. Мы благодарим учительскую систему, ангельскую систему, всех, кто с нами общался.